Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня мы будем готовить праздничный рождественский пирог «Венок» из доступных простых продуктов. Это не сладкая выпечка. Готовить будем из теста: мука, кефир, яйцо, соль, масло сливочное, сметана, посыпаем кунжутом. Начинка очень простая: картофель, болгарский перец сладкий, сыр, ну и можно еще использовать зелень. Картофель отвариваем до готовности и занимаемся тестом. Берем миску и смешиваем в ней все продукты. Это кефир, растопленное сливочное масло, сметану, щепотку соли добавим, это где-то пол чайной ложки, яйцо и все хорошо перемешаем. И начинаем постепенно подмешивать муку, просеивая ее через сито. У меня здесь два вида муки: цельнозерновая и обычная пшеничная. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Тесто получается мягкое, эластичное. Мы его скатываем в колобок, убираем в пакет и оставляем отдохнуть на столе, пока готовится начинка. Сваренный картофель передавливаем в такое довольно сухое пюре, добавляя при этом соль. Так как я картофель не солила, я соль сейчас добавлю. Тесто настоялось, картофель остыл, начинка. Разрезаем, и у нас вполне может получиться два пирога. И раскатываем тонко, как на пиццу, наверное. Даже тоньше получается тесто. Еще одно. Раскатали в круг. Это получилось из одного кусочка. Вот так вот тоненько, даже видно, что тонкое тесто. Теперь переносим при помощи скалки на противень, простеленной пергаментной бумаги. Потому что дальше надо работать уже на месте, где будем выпекать. Бумагу. Тесто вроде тонкое, но оно эластичное и не рвется. Теперь мне нужно разрезать середину на такие сектора, на треугольнички, да. Только разрезать будем не до конца. Где-то находим середину и от середины уже разрезаем. Теперь укладываем начинку. Картофель можно выкладывать руками, потому что он уже немного остыл и такой берется комочком. Поэтому не стесняемся, ручками выкладываем, все равно все проходит термообработку. Сверху посыпаем петрушкой или укропом. У меня свежезамороженная, можно использовать, конечно, свежую петрушку или укроп. Выкладываем перчик, он будет украшением нашего пирога. Пирог будет смотреться благодаря перцу нарядно и празднично. И сверху все посыпаем обильно тертым сыром. Я натирала сыр на мелкой терочке. Начинаем формировать пирог. Берем край и подворачиваем его под низ, чтобы при запекании ничего не расползлось. Немножко края вот здесь открываем. Взбиваем хорошо одно яйцо
и смазываем им поверхность пирога. Сверху украшаем семенами кунжута. Ставим выпекаться пирог при температуре 180 градусов. У меня получилось 2 пирога. Выкладываем пирог на блюдо, украшаем его, выставляем посередине соус, отламываем кусочек, макаем и кушаем. Вкусно. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.